Они впускают углекислый газ и выпускают кислород. По-моему, это единственное растение, которое так поступает. У меня часто спрашивают, а можно ли держать фаленопсис в спальне? Да это самое идеальное растение для спальни. Оно ночью забирает из воздуха углекислый газ, а выпускает кислород. Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня третье видео из серии «Анатомия фаленопсиса». И сегодня поговорим о листьях. Когда мы смотрим на лист орхидеи, мы видим гладкую, блестящую, идеально симметричную пластину. Но чаще всего идеально симметричную. А за этой красотой скрывается аккумулятор, сложнейший орган, созданный для выживания в условиях тропических лесов, а не наших квартир. Лист фаленопсиса – это не просто зеленая масса, это батарея, склад, датчик, система жизнеобеспечения. И все это в одном. Сегодня мы заглянем внутрь листа, узнаем, как он работает, почему он такой толстый, мясистый, и как читать его язык, чтобы понимать, как чувствует себя наша орхидея. Ну и как всегда, возьмем лист под микроскоп. Его структура – это гениальная адаптация к жизни без постоянного доступа воды. Ведь тропические леса бывает влажное время или зимнее, и бывает летнее, когда в тропических лесах сложно сказать засуха, но все-таки более сухое время, когда не идут дожди. И вот первый слой на листе – это кутикула. Это восковой панцирь, покрывающий всю поверхность листа. Толстый, блестящий, водонепроницаемый. Обращаю ваше внимание, водонепроницаемый. Опрыскивать фаленопсис бесполезно. Его задача – удерживать влагу внутри листа и не давать испаряться этой влаги под лучами солнца в засушливый период. Второй слой, толстый внутри мяса листа, это мезофил. Толстый слой клеток, наполненный влагой, питательными веществами. Это все про запас. Представьте себе губку, впитывающую, пропитанную водой и сахаром. Именно так в листе хранятся запасы на случай засухи. И у фаленопсиса мезофил особенно толстый, потому что в природе дождь может не идти неделями и даже месяцами. И лист должен держать запас. А третий слой – это устица. Это микроскопические поры, расположенные только на нижней части листа. Это двери для газообмена. Но невооруженным глазом мы их не увидим. Они впускают углекислый газ и выпускают кислород. По-моему, это единственное растение, которое так поступает. У меня часто спрашивают, а можно ли держать фаленопсис в спальне? Да это самое идеальное растение для спальни. Оно ночью забирает из воздуха углекислый газ, а выпускает кислород. И один из секретов фаленопсиса – то, что устица открывается ночью. Днем устицы закрыты, чтобы не терять влагу. Эта адаптация называется камфотосинтез. И именно она делает орхидеи такими живучими. Я надеюсь, что сейчас появится картинка устицы. Вот она, устица. Микроскопические поры размером около 10-20 микрон. Глазом их не разглядеть. Но они управляют всей жизнью растений. Днем они закрыты. Солнце,
влага дорога, лист держит дыхание, ночью открываются. Воздух прохладнее, влажность выше, лист вдыхает углекислый газ, который запасает в клетках. Утром устица снова закрывается. Но фотосинтез уже идет. Запасенный ночью углекислый газ используется для производства сахаров. И не надо поливать орхидею сахаром. Она сама все прекрасно произведет. Для себя. Это как если бы мы с вами ели ночью, а днем работали на запасенной энергии. Здесь экономия ресурсов на максимуме. И отсюда следует, что полив вечером менее эффективен. Листья спят, устицы закрыты. Влага не усваивается так быстро, как днем. И именно поэтому опрыскивание листьев днем пустая трата времени. Кутикула не пропускает, устицы закрыты. Влага просто испаряется. Я обращаю ваше внимание на то, что меня часто спрашивают, а нужно ли опрыскивать фаленопсис? Нет, не нужно. Вы же не будете ходить ночью его опрыскивать, прикладывать ватные диски. Это все бесполезно. Днем это ничего не работает. А ночью устица сама справится с тем, что ей нужно делать. Лист фаленопсиса – это еще и датчик. Он полностью с нами говорит на языке цвета. Давайте научимся его понимать. Ярко-зеленый, упругий, блестящий, идеальное состояние, орхидея здорова, растению комфортно и всего ему достаточно. Воды, света, питания. Темно-зеленый, мягкий, не хватает света. Лист разбавляет хлорофилл, чтобы ловить больше фотонов. Это сравнимо с тем, как бы человек в темноте расширял зрачки. Поэтому лист такой темно-зеленый и мягкий. Решение очень простое. Поставить ближе к окну или добавить фотолампу. Светло-зеленый, почти желтый. Избыток света или недостаток питания. Хлорофилл разрушается под ультрафиолетом. И растение не может его синтезировать из-за нехватки азота. Поэтому притянить и покормить азотным удобрением. Все очень просто. Красный, бордовый оттенок – это сильный стресс от света или от температуры. Мы часто покупаем орхидеи, они приехали к нам холодные и листья красные. Скорее всего, это стресс. В это время лист вырабатывает антоцианы, как солнцезащитный крем, для защиты от ожогов, если это избыток освещения. Притянить и немножечко понизить температуру. Сморщенный лист – это всегда обезвоживание. То есть запасы в мезофиле исчерпаны, и лист сдувается как шарик. Конечно, нужно полить растения или проверить корни. Возможно, просто корни не работают и не подают влагу листьям. Упругость листа – это индикатор запаса воды в мезофиле. Проверить очень просто. Берем лист между пальцами. Если не осталось никаких следов, лист здоровый, упругий, пружинит, возвращает форму, даже ее не теряет, запас воды идеальный. Слегка обезвоженный, он будет мягкий, но не вялый. Вы пальцами это почувствуете. Запас воды на исходе, нужно полить. Сильно обезвоженный – это вялый лист, который висит, морщинистый, не держит форму. Это критическая ситуация, растению уже не хватает воды, и он живет на последних запасах. Важно, очень важно, что у фаленопсиса верхние листья всегда более упругие, чем нижние. Это нормально. Чем старше лист, тем больше истощаются у него запасы. Совсем старенький листик на этой орхидее. Видите, он уже и пожелтевший,
и морщинистый, и мягкий, но не вялый. Со временем нижние листья начинают желтеть и отмирать. Это естественный процесс для обновления. Если желтеет сразу несколько листьев, это проблема. И надо выяснять эту проблему. Почему важна для орхидей подкормка? Лист – это не только аккумулятор воды, это еще и аккумулятор питательных веществ. Азот – это строительный материал для хлорофилла и белков. Без него лист бледнеет и рост замедляется. Фосфор – это энергия для цветения и для роста корней. Без него растение сидит на одном месте, не выпускает цветонос. Калий – это защитник, но и помощник для формирования цветоноса. Укрепляет клеточные стенки, повышает устойчивость к стрессу. Микроэлементы – это катализаторы. Без них ферменты не работают. Обмен веществ тормозит. Поэтому регулярные подкормки не прихоть, а необходимость. И когда мне пишут, что я не кормила орхидею 8 лет, и она все время цветет, она истощит все свои запасы и в конечном итоге когда-нибудь погибнет. Да, они мудрые растения, очень экономно расходуют свои питательные вещества, но без кормления когда-нибудь питательные вещества закончатся. И поэтому я всегда говорю о том, что я использую комплексное удобрение. Это фертикалюкс, это может быть акварин, растворин. Они сбалансированы. Всегда использую для орхидей 1 грамм на литр любого удобрения. Половинную дозировку вы можете использовать тех удобрений, которые используются для почвы, для земли. То есть это сельскохозяйственное удобрение, вот так можно сказать. Потому что там все проливается и мало что достается корням. То есть как раз половинная доза тоже и достается. А у нас-то орхидеи в горшках, поэтому им все достанется. А удобрения, которые созданы для домашних растений, можно использовать всегда 1 грамм на литр, что я и делаю. Но всегда лучше орхидею не докормить, чем перекормить. 1 грамм – это как раз золотая середина. Частота – каждый второй полив, как всегда. Я вам об этом очень часто рассказываю. Как нужно ухаживать за листьями фаленопсиса? Раз в месяц протирайте мягкой влажной тканью или ватным диском. Кутикула любит чистоту, пыль блокирует свет. Можно использовать слабый раствор аминосила. Можно использовать слабый раствор любого калийного мыла для очистки. Но аминосил в слабом растворе будет еще укреплять клеточные стенки. Также раз в месяц нужно делать осмотр листа, причем и верхней, и нижней части. Липкие капли – это признак тли, трипсов. Белый налет и липкие брызги – это мучнистый червец. Тонкая паутинка или покусы на листьях – это паутинный клещ. Коричневые пятна – ожоги или грибок. Но от ожогов орхидеи нужно притенять, а с грибком, конечно, нужно бороться. Еще немаловажно проверка симметрии листа. Если у вас листья стоят на подоконнике и повернуты всегда в одну сторону, с одной стороны будет больше лист расти, с другой стороны меньше. Если ваша орхидея не готовится к цветению, можете ее повернуть, чтобы она росла равномерно. И очень важно удаление нижних мертвых листьев. Если лист пожелтел, высох, сам отпал, аккуратно его убрать и обязательно на стволе убрать чешуйки. Во-первых, там растут корни, а во-вторых, это может стать рассадником грибка и домиком для каких-то вредителей.
Но вот мы с вами и узнали, что лист фаленопсиса – это не просто часть растения, это сердце растения, это его банк, это датчик, это защита растения. Листья хранят воду неделями, дышат только ночью и говорят с нами на языке цвета и упругости. И если вы понимаете язык листьев, вы понимаете саму орхидею. В следующем видео мы поговорим о цветоносе. Не просто о веточке с бутонами, а о органе потенциальной новой жизни. А пока осмотрите листья своей орхидеи. Что они вам сегодня скажут? Поговорите с ними. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.